Okay, allergies. What is an allergy? Что такое аллергия? Allergy is a heightened reaction of the immune cells, the immune system, to a foreign protein. Аллергия – это чрезмерная реакция, реакция иммунной системы на чужеродные белки. The immune system is regulated by one substance, Иммунная система регулируется одним веществом – cortisol. кортизол. The most common cortisol in the body when we have a stress or we are under stress is cortisol. The cortisol is the substance that regulates the response of the immune system. Кортизол регулирует ответ иммунной системы. When a patient has a reaction, a big allergy, the treatment is a large dose of cortisol. Итак, когда у пациента такая очень ярко выраженная реакция аллергическая, то лечением является большая доза кортизола. Or one of his relatives in the pharmacy, like hydrocortisone, like betamethasone, etc. Или его родственники, но, к сожалению, название точно не знаю, гидрокортизон, а The cortisol will decrease the response of the immune system. И кортизол уменьшает ответ иммунной системы. Слабее. When we have stress, physical stress, emotional stress, chemical stress, we are going to respond with our adrenals. Когда мы находимся под различными видами стресса, это может быть физический, эмоциональный стресс, химический, а ответ наш будет посредством надпочечников. And we have three stages: the fast stage, the resting stage, and the exhaustion stage. И можно различить три стадии работы надпочечников. Exhaustion, resting stage, and the immediate or fast response. Быстрый ответ – это резистенция и истощение. Чего? Быстрый ответ – это первая стадия. Второе – сопротивление, резистенция. И третье – истощение. If an animal attack us, we are going to have a response, but may last minutes or hours. А если, например, животное на нас нападает, то ответ будет быстрым и он длится очень недолго. And after the animal or the treatment or whatever is causing the stress disappear, we recover our normal homeostasis. И когда вот этот источник раздражения, источник опасности исчезает, то очень быстро происходит восстановление. But during the resting stage, we have a resting stage because the cause of the problem continues for a long time. А вторая стадия резистентности – это когда источник неприятности, он то и дело появляется, и либо длится долго. Could be emotional, Эмоциональная проблема, economical, pain, chronic pain. то есть экономические какие-то, хроническая боль. We may have chemical exposure to the body. Как химическое воздействие какое-то на тело постоянно. Food, we are taking food that causes a problem.
for a long period of time. Прием определенного вида пищи в течение долгого времени тоже может влиять на Or exposure to cold, very cold places or very hot places for a long period of time. либо нахождение в холодном, либо очень жарком помещении, месте вообще, в принципе, на протяжении долгого времени. Problems with the Krebs cycle, Проблемы с циклом Кребса, heavy metals, тяжелые металлы. all of them cause, during the resting stage, elevated cortisol. И все это на стадии резистентности вызывает повышение уровня кортизола. The elevated cortisol will produce that the linings in the body opens. Ну, лайнингс — это слои какие-то, подушки, что, наверное, защитные какие-то среды организма открываются вследствие, становятся проницаемыми вследствие повышенного уровня кортизола. Мембрана, да. The linings are bowels or blood, lungs, Кишечник, легкие, lungs. Could be skin, кожа, membranes, like in the nose, мембраны, такие как нос, tissue, да, and then one more could be the BBB. Yes. Barbecue. Is brain-blood barrier. Гематоэнцефалический барьер. А теперь еще раз можно перечислить? Еще раз список. Да, громко. Кишечник, легкие, кожа, мембраны и BBB – это гематоэнцефалический барьер. These linings protect the environment, our body from the environment. Ну, вот эти, условно говоря, границы, мембраны некорректны, потому что мембраны отдельно называют, да? Вот это все вышеуказанное, оно защищает тело, отделяет тело от окружающей среды. One area, the most important area in this case, could be the bowels. И в данном случае очень важен кишечник, Because as soon as the bowels open, потому что как только он становится проницаемым, the food proteins can cross the barrier. тогда протеины могут переходить через этот барьер. They are designed to permit or let the amino acids, but not the proteins, water, vitamins, and minerals cross the barrier. Но эти мембраны предназначены не для того, чтобы белки проникали, а должны только проникать аминокислоты, минералы, витамины и вода. The amino acids are the brick to build the walls. Аминокислоты – это те кирпичики, из которых должны строиться стены. And the immune system do not respond to the amino acids. И иммунная система вообще не должна отвечать на аминокислоты. But if we have a full protein made of amino acids, but the full protein, the complete protein, now the immune system is going to respond to this protein. Но тогда, когда составляющие аминокислоты, которые составляют белки, уже вот белок, когда в целом виде, тогда иммунная система на него реагирует. Then in this stage, we're going to have an exposure to brain proteins. То есть вот на данной стадии тогда уже экспозиция там, Could be in any lining, but the most common is the bowel. то есть вы представляете, организм представляет собой мышей и уязвимость для чужеродных белков. То есть он уже под обстрелом получается.
the normal response of the body to the foreign protein is with antibodies. И нормальный ответ организма – это выработка антител на чужеродный белок. If we continue to have exposure to this protein, the body is going to respond stronger. И чем больше мы находимся под воздействием чужеродного белка, тем больше, соответственно, нагружается тело, выработка антител. But at this point, we have too much cortisol. Но в то же время здесь у нас высокий уровень кортизола. That's why in this stage, we have a lot of exposure to the immune system, but at the same time, the cortisol protects us, decreasing the response of the immune system. Но на этой стадии еще существует некий баланс между высоким уровнем чужеродных белков и высоким уровнем кортизола, который еще справляется с этой задачей. But we may have in this stage, we have more infection, viruses, or bacteria, because our immune system is not working well. Но поскольку на этом уровне иммунная система уже работает недостаточно хорошо, мы уже уязвимы для вирусов и тому подобных. But after we have a big problem with this exposure, the patient goes to the exhaustion stage. Ну, переходя дальше, с течением времени, если вот эта резистентная фаза длится долго, наступает третья фаза истощения. And the cortisol levels in the blood decrease. Соответственно, истощается уровень кортизола в крови. And at that point, we will have exposure to the proteins, but no more cortisol to protect us. И здесь картинка уже такая, много представлено чужеродных белков, но кортизола уже недостаточно. Then the exposure, abnormal exposure to the proteins with low level cortisol will create us to overreact to these proteins. И таким образом в этой ситуации наступает чрезмерная реакция на эти чужеродные белки. And the reaction, for example, the asthma or the reactions to the foreign protein will cause more stress, emotional and physical stress to the patient, causing more adrenal exhaustion. И вот тут наступает такой запах, потому что те самые реакции, которые наступают вследствие этой стадии, такие как астма и прочие, они сами по себе уже являются стрессорами. Запускают еще больше уровень стресса, получается. Okay, now, many laboratories say they can do a specific test for food allergies. Многие лаборатории и врачи говорят, что можно делать специфические тесты на пищевую аллергию. Usually it's expensive, Обычно это достаточно дорого, but it's useless. но это еще и бесполезно. Why? Because I'm going to measure the AGG or the antigens to the food. Потому что мы можем измерить вот это AGG, не знаю. Иммуноглобулины. Иммуноглобулин G. And why I need to know that I have antibodies against the wheat, or antibodies against the corn, or antibodies against the dairy. Я задаюсь вопросом, а вообще что, какой смысл в том, что я знаю, что у меня непереносимость пшеницы, скажем, молочных продуктов, кукурузы. It means that these proteins cross the lining and reach my blood. Это значит, что вот эти протеины, они просто попадают мне в кровь. But it's useless. Но знания эти бесполезны. Because it doesn't mean it's an intolerance, it means it's just an allergy. Потому что это же не непереносимость пищи, это просто аллергия. If I close
the lining. Если я закрываю, делаю непроницаемые барьеры, I'm going to avoid the proteins to cross the lining and the allergies cannot be produced. таким образом чужеродные белки уже не проходят через эти барьеры, не попадают в кровь, и, собственно говоря, аллергии места не остается. Sometimes what we need to know is what is the cause of the adrenal reaction. Таким образом, нам нужно выяснить, в чем является проблема вот такой вот реакции на почечник. Because this will create more cortisol and create the gas syndrome. То, что вызывает, собственно говоря, вот эту повышенную цепочку, уровень кортизола. The gas syndrome means general adaptation syndrome. А то, что вызывает так называемый газ, это GAS, общий адаптационный синдром. What are the causes of the reaction of the adrenals? Что является... общий аллергический синдром. Общий аллергический синдром. We have only 4 causes. У нас всего 4 причины. Physical, chemical, Физическая нагрузка, химическая нагрузка, emotions, эмоциональная нагрузка and temperature. и температура. The most common, number 1, is chemical. Number 2 could be emotions, and number 3, temperature. Physical and emotion is a number 2. Sometimes more emotion, sometimes more physical. Ну, достаточно условно, но все-таки на первое место Кассер поставил химическую, второе место разделили физическую и эмоциональную нагрузку. Could be emotion little more, but sometimes it's the same. Может быть, все-таки физическая немножечко уступает. И температура на четвертом месте. Значит, еще раз, если по порядку, это химическая, эмоции, физическая и температура. Chemical, the number 1 is food intolerance. Если рассматривать химическую составляющую, то первый компонент – это пищевая непереносимость. Number 2, chemical intolerance. Под номером 2 – это химическая непереносимость. Number 3, Химическая. Смотрите, Химическая, пищевая. в принципе, да, что может быть, какие И химикаты, химическая. да. Просто химическая. Это пища, это какие-то химические именно вещества. Химикаты. Да. Отдельной статьей 3 это тяжелые металлы. heavy metals. Number 4, infection. Четвертая инфекция. Infection with the virus or bacteria. Вирусы или бактерии. Инфекция. Because this one activates the immune system that destroy the Krebs cycle, that destroy the adrenals, and now increase the cortisol, decrease the response, and it's a vicious cycle. Потому что это все влияет на иммунную систему, это все влияет на цикл Кребса и, в общем, все там подробно. Okay, how can we know that we have a food intolerance or is a
can only just protein, respond of the body to protein that has crossed the blood barrier. Как нам дифференцировать, является ли проблема именно пищевой переносимостью, либо это как раз тот случай, когда белки просто попадают в кровь. We need to test the food in the mouth and see if the patient responds to this test. Помещая определенные пищи в рот, мы смотрим, как реагирует пациент на этот тест. The test has some requirements. Требования к тесту. One, we need to test food in the mouth, Во-первых, необходимо помещать пищу именно в рот. not vials, no sauce. Но не на зубы. Чего? Не на зубы, а именно пищу в рот. На язык. Because many times the problem is not the wind itself. Could be something with the wind, or could be the wind or from the area where the people eat the wind. Потому что тут тоже надо понимать, что в различных регионах различная пшеница там выливается разной водой. Тут надо различать. Sometimes the people they have no intolerance to the wind, but they have intolerance to the wind made with transgenic, with GPS, transgenic. Ну, то есть тут надо смотреть, да, не в целом пшеница, как пшеница, а пшеница из этого региона, либо генно-модифицированные продукты. Все нужно тестировать. Then you need to test in your office with your food, and later a second option a few days later with the food from the house of the patient. У вас в кабинете могут быть ваши образцы пищи, и спустя несколько дней вы можете попросить пациента принести именно вот те образцы, которые они покупают, которые в холодильнике. Sometimes you can test a wind from your area and the patient will become weak with a wind from his area. Потому что, например, если вы предложите пациенту пшеницу, которую выращивают у вас в районе, пациент может приехать за 30 земель, да, и употреблять And пищу другую. you don't need to forbid the wind, you need to forbid the wind from this area. Ну, идея ясна. И вам надо запрещать не вашу пшеницу, а ту пшеницу, которая у него вызывает аллергию. Пищевой добро это будет С потребительской корзиной. The body will inhibit before 8 seconds. Before. It is from 1 to 8 more or less seconds should be the inhibition. Вот это вот проба, этот тест, должен проявиться в течение 1-8 секунд. After the patient tastes, if the mouth is so dry, the tongue cannot taste the food. Если рот пересохший и язык не ощущает вкуса, то вы на этот тест не получите ответа. То есть должно быть достаточно слюны, и пациент должен почувствовать вкус. And as soon as the receptor in the tongue tastes the food, should inhibit the indicator muscle when we happen with this food. Как только рецепторы ощущают, получают сигнал. В течение 8 секунд тело должно отреагировать. If the patient inhibit after 10 seconds, maybe could be not intolerance, could be exhaustion of the blood in the tongue. Если реакция наступает приблизительно спустя 10 секунд, то это, скорее всего, не непереносимость, а истощенные сосочки языка. Check for inhibition or hypertonicity. Всегда нужно держать в голове и проверять инхибицию или гипертоничность. Sometimes the patient responds with hypertonicity, not with weakness. Всегда нужно помнить, что иногда вы будете получать не слабость, а гипертоничность, что тоже является ответом. You test and
an indicator muscle is strong enough here, it can be inhibited, put the food in the mold, and immediate test for weakness, and later immediate for inhibition. Ну, обычно протокол. Сильная индикаторная мышца, пища, брод, тест и проверяется индикацию и на ТТР. It's not absolutely indispensable, but it helps. В принципе, можно ставить УТЛ, он говорит, что нужно. Это не требование, но можно. Something else. Что еще? If you test food for intolerance, При тестировании пищи на переносимость, be careful. This is not so often, but could be emotions against the food. может быть такое сочетание эмоций в противопоставлении с пищей. So the patient say, no, this is it made me feel very, very, very sick. Then the patient with something else and tell him that this is the food to see it causes the response. Потому что если, например, пациент говорит, что вот от этого меня тошнит, мне вообще ужас. Скажите ему, что, ну, условно, что это пшеница, а дайте ему ложь. То есть попробуйте определить, не является ли предубежденность, нет ли предубежденности кого-то пациента. Rinse the tongue and mouth with after positive test. После получения положительного теста нужно полоскать рот и язык. If the patient becomes weak with the food, now you need to swallow the food or to spit the food and clean 3 times with Пища water. проглатывается или выплевывается, и не менее 3 раз нужно полоскать рот и язык. And the patient to scratch the tongue with the teeth. И зубами потереть, язык очистить. Before testing the food. Прежде чем проводить следующий тест. Okay. After you have all the food that may cause problems, После того, как вы протестировали всю подозреваемую пищу, make a list of the food that cause the problem вы составляете список. and withdraw all the food that cause problems. И включаете этот список и говорите, что вот это вот вы удаляете из рациона. Usually the food has only one food that may cause the problem. И, как правило, очень часто это какой-то один продукт. One food or one family of food. Ну, вернее сказать, это не один продукт, а один вид продукта. If he has only more food, it's because they are contaminated with another food or because one of them could be the intolerance and the other are just response to protein that cross the barrier. Если у вас несколько видов, то надо подумать и все-таки попробовать вычленить один, который вызывает аллергию, потому что остальные, скорее всего, могут быть как раз проблемы с проникновением мембран, с чужеродными белками. Withdraw. The food that caused the problem. Итак, еще раз. Вы удаляете пищу, которая вызывает проблему, About 4 to 8 weeks. на 4-8 недель. We're going to test in 1 month. If it still has reaction to many food, wait well another month. Спустя месяц вы тестируете, если все-таки на несколько видов пищи сохраняется непереносимость, еще где-то месяц нужно подождать. Usually only one food is going to be the problem. Хосе настаивает, что все-таки обычно только один вид продукта вызывает проблемы. What are the most common? Что же является наиболее частым продуктом? Number 1 is wheat. Под номером 1 в списке пшеница. You can see a lot of food that is made for this kind of patient is say no wheat or has no
say the protein of wheat? Gluten. Gluten. Gluten is the other word for this one, but it's not the same.